Мы в Североуральске, здесь солнечно, дети гуляют на улицах, зонтов ни у кого нет, но дождь идет, то есть это нормальная погода. Там еще вон какие-то ботинки висят. В общем, все прикольно. В общем, северная классная погода. Наконец мы добрались до диких или, так скажем, почти диких мест с минимальным количеством туристов. Перед сложным 80-километровым броском в центр Уральских гор остановились на ночь недалеко от Североуральска, на реке Колонга, в Комарином рае. Практически удалось разогнать комаров. Я не знаю, видео с комарами там будет или нет, но их тут было столько. Штука вот это помогает, но именно с оригинальными пластинами работает хорошо. С российскими, ну, так себе. А так вот все, мы тут практически без комаров. Вот, стаканами ловим. Еще вот придумали такой способ: камни подвязываем, вот, чтобы водичка сама сливалась. В нашем тенте вон камень висит. Речка тут шикардосная. Название, может, потом напишу. Настоящая горная река. Вышла с берегов малость. Дождь льет целый день. Завтра утром вроде бы должен прекратиться. На это будем надеяться. Если бы, конечно, погода была ясной, мы бы увидели горы. А так мы видим грязь. И сзади там очень классно ехать. Да? Классно вам? Сейчас вода будет летать по всей машине. Ладно, останавливаюсь. Вот с такими звуками мы едем. Так вот мы здесь, а ехать на... Тут еще говорят, заправка есть. Вот это нам объехать. Вот сюда. Здесь уже вот это вот, короче, между двумя вот этими горами, это основной, как он, главный Уральский хребет проходит. Вот это вот еще. Где-то здесь опять время поменяется. Ой, в общем, нам еще пилить. Сняли колеса. Там собака. Такое вот тут. Там собака будет. Да? Собака? Внутри? Да, там внутри собака. Фанка без колес. Просто среди дороги вот стоит. Лежит. Очень хорошо выглядит. Наверное, охраняет. Мы выходить боимся. Судя по тому, что буханка на колодках. Вот тут вот мост подперт спереди. Не понимаю, зачем сняты все колеса. У него, короче, что-то случилось с передним мостом. Да. Вот. Олень. Просто заночевать остался. Это вообще этот леса что-то это. Лесной квадробер. В общем, что-то очково тут вообще. Натянул тут шипы, да. Комары вот нас так жрут. проехала. Машины брошенные на дороге стоят. Ехать нам еще полпути как минимум. Дорога лучше не становится, только хуже. Еще одна заброшка. Да я думаю, что здесь заброшка. Не, посмотри, у него трос вон огромный. Кого-то тащил. Вот туман такой конкретный. Высота 566 метров. Через хребет переезжаем очередной. Ну, УАЗик наш нормально пока. Главное, чтобы ничего от него не отвалилось. Везде на дороге такая вот гать. Иногда торчит, нужно зацепить брюком. Прелесть. Перед поездкой мы читали и смотрели разные видео про эту дорогу. Многие пишут, что ехать скучно и долго. Нам так не показалось.
Туда мы доехали часов за 5. Назад дорогу чуть больше подразмыло и ехали часов 6. За 80 километров встретили только одну машину с людьми. Фактически дорога ведет к парочке турбаз и нескольким карьерам, плюс идет лесозаготовка. И ехали, к слову, мы в будние дни. Даже удивительно, почему не увидели здесь медведя. Наконец-таки из-за тумана показались горы. Оттуда вот мы приехали. Осталось нам совсем чуть-чуть. Вот тут такая красота. Охотники тут на границе Европы и Азии развлекаются. Видит УАЗик Бульва. Встречаем. Но самый плохой участок был последние несколько километров за рекой Улс. Здесь кое-где мы включали даже понижайку. Со стороны жигаланов встретили группу на квадроциклах, возвращающихся на базу. И на самой реке уже пару путешественников на Ниве, которые этим же вечером поехали дальше. В итоге мы остались в полном одиночестве, что не могло нас не радовать. Ой, ты моя красивая. Ой, ты маленькая, чистенькая собачка. Мне уже все равно. Я подумала, что это болото, честно. То чувство, когда ты один, и все окружающие красоты не нужно ни с кем делить, не нужно никуда спешить, думать о том, как ты выглядишь и что говоришь. Вот зачем стоило сюда ехать. Таких мест становится все меньше и меньше, и они все дальше и дальше. А две сестры? Ехать сюда, естественно, нужно с осознанием того, что в случае чего рассчитывать придется только на себя. Возможно, конечно, нам повезло и в другое время здесь многолюдно, но мы очень рады, что нам повезло именно так. Пойдем.
Ночью была очень сильная и страшная гроза, но нас она обошла стороной. У нас даже ветра не было, маркизу мы не убирали. А вот через день по радио мы услышали, что в регионе даже с домов сносило крыши. А на сегодня у нас был запланирован поход к водопадам. И если хватит сил, на плато Кваркуш, к 3 братьям. Супер-дупер. Я... Это прямо не становитесь. По звуку, наверное, да, первый каскад. Жигаланские водопады – это каскад из 5 водопадов на реке Жигалан. Самый большой падает с высоты 15 метров. Водопады вполне себе доступны для обычных туристов, ну, если, конечно, сюда доедете. Троп в лесу много, и все они ведут к ним. Многие, впрочем, ими и заканчивают свой осмотр данного места. Мы поначалу тоже не планировали подъем на плато Кваркуш. Добрались до конца леса. Начинается такой вот курумник, камни. Честно говоря, куда дальше идти, не совсем понятно. Ну, по-моему, не туда куда-то повернули. Наверное, надо было по низу где-то идти. Нам вообще на ту сторону надо как-то перебираться. Ну, идем пока наверх, не знаю, может где-то будет еще какой-то спуск. Карликовая береза, видишь, тут уже на этой высоте. Кривые. В общем, залезли на гору, пошли не по той тропе. Надо было вдоль реки идти. А мы, ну, хоть вид посмотрели вот на хребет. И вот по вот этим каменищам сюда забрались. Чудом. Сейчас будем спускаться. Курумники – это такая северная тема. За миллионы лет горы, скалы подвергаются воздействию воды и сурового северного климата. В итоге скала превращается в подвижную и очень опасную груду камней. А выглядит это все, как будто добывали здесь что-то. А нет, это все сделала природа. Весь наш маршрут составлял всего-то около 6 километров в одну сторону. Вышли мы в 7 утра. Немного заблудились, поднялись на гору, затем снова вернулись на маршрут. Местами тропа еле угадывается, местами ее просто нет. В итоге к УАЗику мы вернулись только в 6 вечера. Воды и еды взяли с собой недостаточно. Я уже по дороге на плато начал пить с родников. Один нашел прям с ледяной, вкуснейшей водичкой. Чем дальше мы шли, тем прохладнее становился воздух. Но нам было жарко. Мика мужественно переносила все невзгоды. Продолжайте движение примерно 1,5 километра. Опять природа сменилась. Деревья пошли карликовые. Карликовая береза. Ну и уже тут вот вообще растительность кончается. Там ледник, откуда начинается, видать, эта речушка.
Все, вот, идем уже среди кустарника. Тяжело, конечно. Если бы мы, конечно, не потратили время на подъем на ту гору, ой, мы уже были бы на месте. А так вот ползем, не знаю, дойдем, не дойдем. Лицо все обгорело явно. Снег тут уже вот рядом совсем. Когда уже брод этот будет. Софию укусил пчел за ногу. Как-то так. Добрались до снега. Жара и снег. Очень интересное ощущение, между прочим. А это место уже совсем рядом с плато. Софья! Горный козел. Идемте, я вас так сложу. Ну где вы еще в июне покатаетесь с горки? Давай еще прокатимся. Давай, давай. Мы на горнолыжном курорте. Белое солнце пустыни. Привет! Тополиный пух. Жара. Июнь. Мы уже где-то на плато. Здесь верховое болото. Все чвякает. Не знаю. Я-то в сапогах пройду. София пройдет. А Вики, я говорил, одень сапоги. Я так понимаю, наверное, здесь наш маршрут закончится. Тут болото. Если так чуть выше брать, ну, тут все вон вообще полный капец. Вон. Вот там мы хрен пройдем. Посмотри, какая каша. Завязли мы в болоте. Все, дальше вон сплошное болото. Сапоги у нас тут не у всех. Не дойдем. Ну, уже неплохо. Уже неплохо. Снег потрогали. Ну все, еще идем. Все еще с вами. Болото прошли, тут по суше. В общем, дали мы жару. Так далеко мы еще, наверное, не ходили. И вода у нас кончилась. Там с гор течет везде. Наберем. Друзья, мы сделали это. Показались наши камушки. 3 брата. Сейчас я вам их покажу. Вон они. Маршрут оказался достаточно сложным. Если с водой внизу вопрос решался родниками, то вверху на плато с болота пить уже не будешь. И сапоги нужны обязательно. Закладывать на поход нужно весь день. Если будет дождь, нужно быть очень осторожными с крумником. Камни скользкие, нога может попасть в расщелину. Такой вот наш семейный подвиг. Если кто-то кому-то будет смешно, попробуйте сюда сходить пешочком. Неподготовленные. У 3 братьев, на самом деле их 5, мы отдохнули, покушали, выпили Микину воду. Она, кстати, лучше всех нас держалась и по камням скакала только так. И отправились в обратный путь. Сил снимать уже у нас не было, да и небо начали затягивать тучи, а под конец начался дождь. А вот бурундука на этот раз снять нам удалось.
место было недалеко. А наш этот замечательный день заканчивается опять дождем. Где-то гремит, опять будет гроза, но тем не менее день был неплох. Пожалуй, в этом нашем путешествии данное место оставило самые яркие впечатления. Клуб 4×4, бездорожье Урала. Дорога назад из-за дождей была чуть более долгой. К вечеру мы добрались до города Серова и там сняли квартиру, чтобы немного отдохнуть. А дальше нас ждал обратный путь в Беларусь. Не менее интересный, так как поехали мы другой дорогой, немного северной. Но об этом уже в следующий раз. За шею.